Электролюкс или Эликс – это персонаж, связывающий два популярных дунхуа – Боевой континент 2 и Трон, отмеченный Богом. Он очень сильный персонаж, один из самых сильнейших в обоих мирах. Кроме того, он является наставником или учителем обоих главных героев, как Хуихао, так и Лун Хаоченя. События его жизни очень интересны. В связи с этим недавно со стороны блога Боевого континента был опубликован тизер Некроманта. Но это не самая громкая новость. Что впечатляет, так это создатели аниме «Трон, отмеченный Богом» анонсировали фильм «Легенда об Электролюксе». Полнометражка расскажет о жизни Некроманта, который является героем не только Трона, но и Боевого континента 2, и станет своеобразным кроссовером этих произведений. Это уже что-то новенькое. Мы все хотим подробно узнать судьбу этого персонажа. И фильм раскроет нам все подробности об Электролюксе. Дата выхода, длительность и другие детали о фильме пока неизвестны. Он находится в начале производства и до выхода еще довольно далеко. Тем не менее, официальные блоги тайтлов поделились промо-видео, трейлер персонажа со стороны Боевого континента, а вот Трона – короткий тизер с концепт-артами. Электролюкс – это персонаж, который присутствует в сюжетах обоих произведений, поэтому два блога работали совместно. На самом деле, о жизни Некроманта мало что рассказывается в аниме, и многие люди практически ничего не знают об Электролюксе и кем он был, потому этот фильм будет очень кстати и полностью раскроет этого персонажа. Как правильно произносить его имя? Есть варианты Электролюкс, Эликс или еще как-то. Буквально с китайского имя Некроманта звучит так. Электролюкс. А переводчик на русский пишет Электролюкс, хотя в Троне в дубляже он называется Эликс. Значит, можно использовать все эти варианты. А перед тем, как продолжить, советую отличный сайт для просмотра ваших любимых аниме – Konoha TV. Переходи и смотри новинки в хорошем качестве. Ссылочка в описании. Согласно последним новостям, в театральной версии, то есть в фильме, будут представлены все личные переживания Электролюкса, включая историю о днях его славы и прошлом. Хотя Некромант является персонажем двух дунхуа, но производством займется именно студия Трона, а не Боевого континента 2. И это очень даже хорошо. Как по мне, студия, отвечающая за выпуск дунхуа «Трон, отмеченный Богом», делает все очень качественно и красиво. В трейлере и промо-видео был раскрыт истинный образ Электролюкса. В целом он довольно хорош. Стиль белых волос и черной одежды тоже выглядит очень красиво. Однако здесь следует отметить одну вещь. Модели персонажей в двух произведениях несколько различаются, потому что стили производства совершенно разные. Давайте взглянем подробнее на модели стиль Электролюкса. Он вам никого не напоминает? Он очень сильно похож на Тансана в образе Асуры. Даже его темный костюм и седые волосы, а также оружие. Все это чем-то напоминает таковое у Тансана. И смотрится это также величественно. У Электролюкса длинные серебряные волосы, развивающиеся на ветру, и золотая корона. В черном наряде с золотыми линиями он выглядит довольно стильно. А еще он сочетается с черно-красным халатом. В то же время золотые наплечные доспехи также незаменимы. Меч короля величественно держится в левой руке, а скипетр крепко держится в правой руке, что довольно властно. Форма скипетра как улучшенная версия золотого трезубца. Черты его лица довольно красивы, он справедлив. Его глаза были острыми, спокойными и устрашающими, в любой момент источая огромную убийственную ауру. И хотя модель настоящего лица Эликса очень крутая, видно, что общий дизайн, кажется, нарисован в направлении бога Асуры Тансана. Даже черты лица имеют некоторое сходство. Неужели все боги такие? Если смотреть издалека, то это вылитый Тансан. Напишите в комментариях, как по-вашему, на самом ли деле Некромант Эликс похож на Тансана? О чем же будет эта полнометражка? В основном речь пойдет о некоторых историях и переживаниях Электролюкса в славные годы. Среди них процесс превращения Эликса из Сына Света в Бога Мертвых. Почему он стал тем, кем является сейчас? Почему он стал бедствием своего времени и уничтожил большую часть человечества? После событий Трона его физическое тело исчезло, и осталось лишь его духовное сознание, которое может жить только внутри Хуихао. Будучи бедствием нежити, он действительно мог стать богом смерти в любое время, но он не сделал этого. Вместо этого он помог двум главным героям достичь вершины. Под его обучением Хуиха в конечном итоге стал богом. Ценность его персонажа очень высока в обоих произведениях. Однако все же немного большую роль Некромант Электролюкс играет в аниме «Трон, отмеченный Богом», поэтому его история будет описана этой студией. В Боевом континенте 2 Эликс помог Хуихао убить посланника бога смерти, помог очистить гравировальный нож, пожирающий душу, и очистил его до золота жизни. С этого времени духовное сознание Электролюкса обитало в глазе жизни Хуихао, и в конце концов он стал третьей боевой душой Хуихао.
Итак, фильм «Легенда об Электролюксе» обещает стать незабываемым произведением, которое превзойдет все ожидания зрителей и объединит два крутейших Дунхуа. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, ждете ли вы такой фильм об Электролюксе. Подписывайтесь на канал и всем пока.